Океан покрывает больше 2/3 поверхности планеты и при этом изучен хуже, чем обратная сторона Луны. По самым осторожным оценкам, человечество обследовало не более 5% его глубин. Остальное остается территорией абсолютной неизвестности. Там, где солнечный свет гаснет уже через несколько сотен метров, где давление способно расплющить стальную конструкцию, а температура колеблется от ледяного нуля до кипящих потоков вулканических разломов, там существует жизнь. И эта жизнь порой принимает формы настолько невероятные, что средневековые гравюры с морскими чудовищами начинают казаться не выдумкой, а скромной попыткой описать реальность. Веками моряки возвращались из плаваний с рассказами о гигантских змеях, поднимающихся из пучины, о щупальцах, утаскивающих корабли в бездну, о светящихся тварях размером с дом. Их считали фантазерами и пьяницами, ученые-мужи снисходительно улыбались. А потом появились глубоководные камеры, автономные аппараты и подводные дроны, и оказалось, что океан скрывает существ, рядом с которыми легенды о Кракене выглядят почти буднично. Начать стоит с создания, которое долгое время само по себе было легендой. Гигантский кальмар, Архитеутис, если использовать его латинское имя, на протяжении столетий считался мифом. Рыбаки находили на берегах выброшенные штормами фрагменты щупалец, иногда останки, но живого Архитеутиса в его родной среде никто из людей не видел. Первая съемка произошла лишь в 2004 году, когда японские исследователи Цунеми Кубадера и Кёити Мори опустили камеру с наживкой на глубину около 900 метров в районе островов Агасавара, к югу от Токио. На пленке, а точнее на цифровой записи, появилось то, что веками считалось сказкой. Живой гигантский кальмар, медленно обвивающий приманку щупальцами длиной более 5 метров. Общая длина животного, по оценкам зоологов, превышала 8 метров, хотя известны экземпляры и до 13. Кальмар двигался не хаотично, не судорожно. В его движениях читалась расчетливая, почти хирургическая точность хищника, привыкшего охотиться в кромешной тьме. Одно из щупалец осталось на крючке камеры. Оно продолжало сокращаться еще несколько часов после отрыва. Присоски на нем были усажены острыми хитиновыми кольцами, каждая как миниатюрный зубчатый капкан. Но Архитеутис далеко не единственный колосс глубин. Есть существо еще крупнее, еще менее изученное – колоссальный кальмар Месоникотеутис хамильтони. Если гигантский кальмар – это длинное, относительно стройное создание, то колоссальный, массивный, плотный, по-настоящему тяжелый. Его тело короче, но значительно мощнее, а вес может превышать 500 килограммов. Главное отличие – вооружение. На щупальцах колоссального кальмара расположены не просто присоски, а вращающиеся когти, способные рассекать то, к чему он присосется, как скальпель. Единственный более или менее целый экземпляр был поднят новозеландскими рыбаками в 2007 году из антарктических вод на глубине около 2 километров. Ученые получили уникальную, но печальную возможность изучить его тело. Глаза колоссального кальмара одни из самых больших в животном мире, диаметром около 27 сантиметров, размером с баскетбольный мяч. Такие глаза нужны для единственной цели – уловить малейший отблеск света в абсолютной тьме, чтобы заметить приближение главного врага. А главный враг колоссального кальмара – кашалот. Именно на телах кашалотов, гигантских зубатых китов, ныряющих на глубину более 2 километров, десятилетиями находили круглые шрамы от присосок. Иногда эти отметины достигали диаметра в 10-15 сантиметров, что позволяло предположить существование кальмаров еще более чудовищных размеров, чем те, что известны науке. Битвы между кашалотами и колоссальными кальмарами происходят в полной темноте, на глубинах, недоступных для любой камеры. Никто и никогда не снимал этих сражений. И все же косвенные свидетельства – шрамы, содержимое желудков, обрывки щупалец – рисуют картину столкновений поистине титанического масштаба. Двое хищников, каждый весом в несколько тонн, в толще черной ледяной воды. Впрочем, глубоководный мир не всегда пугает размерами, иногда он пугает обликом. В 2014 году камеры подводного аппарата, работавшего в Мексиканском заливе на глубине около 1500 метров, зафиксировали существо, которое мгновенно стало интернет-сенсацией.
Длинноногий кальмар, магнапинна, выглядит так, будто его придумал художник фильма ужасов, не стеснявшийся фантазии. У магнапинны непропорционально длинные тонкие щупальца, которые отходят от тела под странными прямыми углами, словно спицы перевернутого зонта, а затем свисают вниз на многие метры. Общая длина некоторых наблюдавшихся экземпляров оценивается в 6-8 метров, причем большую часть этой длины составляют именно щупальца, невероятно тонкие, почти нитевидные. Как магнапинна охотится, чем питается, как размножается, на все эти вопросы пока нет ответов. Науке известно лишь несколько мимолетных видеозаписей, снятых случайно глубоководными аппаратами. Каждое такое видео – это буквально несколько секунд контакта с существом, о биологии которого человечество не знает практически ничего. Еще одно создание, чей облик будто сошел со страниц бестиария – это гигантский изопод. Изоподы, равноногие ракообразные, хорошо знакомы каждому, кто хоть раз переворачивал камень в саду. Мокрицы – те самые маленькие серые существа, сворачивающиеся в шарик, их ближайшие сухопутные родственники. Но на глубине от 200 до 2000 метров обитают их океанские кузены, и размер этих кузенов способен вызвать оторопь. Гигантский изопод Ботиномус может достигать в длину 76 сантиметров и весить более 1,5 килограммов. Он похож на чудовищно увеличенную мокрицу с огромными фасеточными глазами, отражающими свет подводных фонарей жутковатым серебристым блеском. В 2010 году камеры, установленные на дне Мексиканского залива для наблюдения за последствиями разлива нефти с платформы Deepwater Horizon, засняли группу гигантских изоподов, пожирающих добычу. Зрелище было одновременно завораживающим и отталкивающим. Десятки бронированных существ, напоминающих инопланетных паразитов, методично разбирали добычу мощными челюстями. Гигантские изоподы – падальщики и оппортунисты. В мире, где еда падает сверху крайне редко, в виде так называемого морского снега, каждая находка становится пиром, который может длиться неделями. Известен случай, когда гигантский изопод в японском аквариуме отказывался от пищи на протяжении более 4 лет и в итоге погиб, так и не прикоснувшись к предложенной еде. Механизм такого невероятного голодания до сих пор остается загадкой. Перемещаясь от дна к толще воды, невозможно обойти стороной существо, которое не укладывается ни в одну привычную категорию. Пиросома, огнетелка, при первой встрече вызывает у дайверов и пилотов подводных аппаратов буквально шок. Представьте полупрозрачную трубу из живой ткани длиной в 10, 15, а иногда и более 20 метров, медленно дрейфующую в открытом океане. Внутри эта труба полая, в нее можно заплыть целиком, если речь идет о крупных экземплярах. Пиросома – не одно животное, а колония тысяч крошечных организмов, зооидов, каждый из которых не превышает нескольких миллиметров. Эти зооиды объединяются в единую структуру, напоминающую гигантский носок или чулок из живого желе, и действуют синхронно. Фильтруют воду, извлекая из нее планктон, и при этом светятся мягким, голубоватым или зеленоватым светом. Название пиросома так и переводится – «огненное тело». Дайверы, столкнувшиеся с крупной пиросомой впервые, описывают ощущение как встречу с призраком. Огромная, светящаяся, абсолютно бесшумная конструкция из живой материи, плывущая в чернильной темноте. Видеозаписи таких встреч, сделанные в водах Новой Зеландии и у побережья Тасмании, очень популярны. И неудивительно, потому что пиросома выглядит как пришелец из другой галактики, а не обитатель земного океана. Но если пиросома поражает размером и чужеродностью, то рыба-капля, она же Психролутес марсидус, стала символом крайней непривлекательности. Та знаменитая фотография жалкого, словно расплавленного существа с грустным лицом, которая облетела весь мир, это по сути обман. Точнее, непонимание. Рыба-капля обитает на глубинах от 600 до 1200 метров у берегов Австралии и Тасмании, где давление в десятки раз превышает атмосферное. Ее тело идеально приспособлено к этому давлению. Оно почти лишено мускулатуры и костной ткани, а состоит преимущественно из студенистой массы, плотность которой чуть меньше плотности воды. Это позволяет рыбе-капле парить над дном, почти не затрачивая энергии. На своей рабочей глубине она выглядит вполне ординарно, как обычная, хоть и малоподвижная рыба.
Но когда ее поднимают на поверхность, давление резко падает, и студенистое тело буквально оплывает, теряя форму. Отсюда и тот самый печально знаменитый облик. По существу, судить о внешности рыбы-капли по ее фотографии на поверхности некорректно. Совсем иной характер ужаса вызывает другое глубоководное создание – черный живоглот – хиазмодон. Эта небольшая рыба, редко превышающая 25 см в длину, обладает способностью, которая кажется физически невозможной. Она заглатывает добычу в несколько раз превышающую ее собственный размер. Желудок черного живоглота способен растягиваться до невероятных пропорций, превращая всю рыбу в подобие воздушного шара, внутри которого медленно переваривается жертва, иногда в 10 раз тяжелее самого хищника. Известны случаи, когда живоглоты не справлялись с добычей, так как она оказывалась слишком большой, погибали и всплывали на поверхность, раздутые до невозможности. Жадность, доведенная до саморазрушения, природа порой выдает метафоры выразительнее любого писателя. В мире глубоководных хищников особое место занимает рыба с говорящим именем – рыба-гадюка – хаулиот. Этот небольшой до 35 см обитатель мезопелагической зоны, слоя океана от 200 до 1000 метров, выглядит как ожившее воплощение кошмара. Непропорционально огромная пасть, утыканная длинными, загнутыми, прозрачными как стекло зубами, которые настолько велики, что рыба не может полностью закрыть рот. На нижней челюсти удлиненный усик с биолюминесцентным фонариком на конце, работающий как приманка. Хаулиот висит в толще воды, почти неподвижный, и ждет, когда любопытная жертва подплывает к мерцающему огоньку, после чего следует молниеносный бросок. Зубы-клетка смыкаются, шансов вырваться нет. На камерах глубоководных аппаратов хаулиот появляется регулярно. Его зубы и фотофоры, органы свечения, делают его одним из самых узнаваемых обитателей глубин. И при всей своей устрашающей внешности хаулиот – существо хрупкое и маленькое, настоящая миниатюра ужаса. А вот рыба-удильщик, она же морской черт глубоководный из семейства цератиевых, это, пожалуй, самое известное глубоководное чудовище, ставшее героем документальных фильмов и даже мультипликации. Самка, а именно самка является тем самым монстром с фонарем на голове, несет на специальном выросте светящуюся приманку, в которой обитают симбиотические биолюминесцентные бактерии. Приманка мерцает в полной темноте, привлекая добычу прямо к зубастой пасти. Но по-настоящему поразительная история не охоты, а размножения. Самцы удильщиков крошечные, в десятки раз мельче самок. Найдя самку, а в бесконечном мраке бездны это задача колоссальной сложности, самец впивается в ее тело и постепенно срастается с ним. Его кровеносная система объединяется с системой самки, собственные органы атрофируются, и в конечном счете самец превращается в небольшой придаток на теле самки, по сути в мешочек с половыми клетками. На одной самке могут паразитировать сразу несколько таких самцов. Это один из самых радикальных примеров полового диморфизма, различия между самцом и самкой одного вида во всем животном мире. Первые видеозаписи живых глубоководных удильщиков в их естественной среде были сделаны лишь в 2014 году. Это настоящее событие в мире океанологии. Отдельную категорию глубоководных странностей представляют акулы. Не те стремительные, обтекаемые хищники поверхностных вод, которых все знают по документальным фильмам, а их глубоководные родственники, словно пришедшие из другой геологической эпохи. Плащеносная акула Chlamyda silachus – настоящее живое ископаемое, чья родословная тянется на 80 миллионов лет назад, в меловой период, ко временам динозавров. Тело плащеносной акулы вытянуто и напоминает скорее угря или змею, чем привычную акулу. 6 пар жаберных щелей прикрыты складками кожи, похожими на воротник плаща, отсюда и название. Но самое жуткое – это пасть. 300 с лишним мелких, трехконечных, загнутых назад зубов, расположенных примерно в 25 рядах. Эта зубная конструкция работает как ловушка. Добыча, попав в пасть, не может выскользнуть обратно, потому что каждый зуб направлен внутрь. Плащеносная акула встречается на глубинах от 500 до 1500 метров, и видеозаписи живых экземпляров можно пересчитать по пальцам одной руки. Каждая такая запись – маленькая научная сенсация. Еще более странной кажется акула домовой, она же акула-гоблем, Мицукурина.
Этот глубоководный хищник отличается невероятно длинным, плоским, лопатообразным выростом на рыле – рострумом, который усеян электрорецепторами, улавливающими малейшие электрические поля живых организмов. Но главный фокус акулы-гоблина – ее челюсти. В момент атаки челюсти буквально выстреливают вперед, выдвигаясь из-под рострума, как выдвижной ящик, и захватывая добычу на расстоянии, казалось бы, недоступном для укуса. Этот механизм называется протрузией, и у акулы-гоблина он развит до абсолютного максимума среди всех известных акул. Видеозаписи этого броска, сделанные японскими подводными камерами, выглядят настолько неестественно, что при первом просмотре кажутся компьютерной графикой. Мицукурина – редкий и малоизученный вид, обитающий на глубинах свыше 200 метров по всему Мировому океану, но встречи с ней происходят очень редко. Если же говорить о существах, чей облик максимально далек от всего земного, то отдельного упоминания заслуживает адский вампир – Vampiroteutis infernalis. Вопреки названию, это не кальмар и не осьминог, а единственный представитель собственного отряда, занимающий промежуточное положение между этими двумя группами. Адский вампир обитает в зоне минимального кислорода, на глубинах от 600 до 900 метров, где содержание растворенного кислорода настолько мало, что большинство других головоногих попросту не выживают. Тело адского вампира темно-красное, почти черное, студенистое, с огромными голубыми или красными глазами. Между щупальцами натянута перепонка, придающая ему сходство с раскрытым зонтом или плащом, отсюда и ассоциация с вампиром. При угрозе адский вампир выворачивает эту перепонку наизнанку, оборачиваясь ею как защитным коконом и выставляя наружу мясистые шипы, усики цири, покрывающие внешнюю сторону щупалец. Вместо чернил, которые бесполезны в вечной тьме, он выбрасывает облако биолюминесцентной слизи, россыпь светящихся голубых точек, сбивающих хищника с толку. Когда его впервые обнаружили, то пришлось пересмотреть целый ряд представлений о жизни в условиях экстремально низкого кислорода. Нельзя обойти вниманием и гигантов, которых камеры фиксируют не в глубинах, а ближе к поверхности. Сельдяной король, ремнетел или рыба-ремень – настоящий морской серпент, только реальный. Это самая длинная костистая рыба на планете. Достоверно зафиксированные экземпляры достигали 11 метров в длину, а отдельные свидетельства указывают на возможность существования особей длиной до 17 метров. Тело рыбы-ремня серебристое, лентовидное, невероятно тонкое относительно длины, колышется в воде, как гигантская серебряная лента. На голове красный гребень из удлиненных лучей спинного плавника, похожий на корону. Именно ремнетел, по мнению многих зоологов, стоит за значительной частью легенд о морских змеях. Встречи с живыми ремнетелами крайне редки. Эти рыбы обитают на глубинах от 200 до 1000 метров и поднимаются к поверхности, как правило, будучи больными или умирающими. Когда в 2013 году дайверы у побережья Калифорнии обнаружили мертвого ремнетела длиной более 5,5 метров, потребовалось 15 человек, чтобы вынести его на берег. А в 2020 году камера подводного аппарата в Мексиканском заливе засняла живого ремнетела, неспешно плывущего в толще воды. Зрелище одновременно прекрасное и тревожное, как встреча с призраком. Конечно, стоит в очередной раз рассказать и о гренландской акуле, самом долгоживущем позвоночном на планете. Радиоуглеродный анализ хрусталиков глаз нескольких пойманных особей показал, что их возраст может достигать 300-500 лет. Гренландская акула обитает в арктических водах, движется невероятно медленно, со скоростью около 1,5 км в час, что делает ее одной из самых медлительных акул в мире, и при этом умудряется охотиться на тюленей. Как именно столь медлительный хищник ловит подвижную добычу – предмет научных дискуссий. Одна из гипотез предполагает, что акула подкрадывается к спящим тюленям, другая, что она использует засадную тактику. Видеозаписи гренландских акул в их естественной среде стали доступны относительно недавно, и они очень редки. Все, что описано выше, это лишь то, что удалось заснять, лишь то, что попало в объектив камеры, случайно оказавшейся в нужном месте в нужное время. Океан – среда враждебная к наблюдению. Давление, темнота, расстояние, коррозия. Каждая глубоководная экспедиция – это дорогостоящая, технически сложная операция, результат которой непредсказуем.
Камера может проработать на дне сотни часов и не записать ничего, кроме морского снега, бесконечного дождя органики, медленно оседающей в бездну. А может за несколько минут зафиксировать существо, которое перевернет учебники зоологии. Средневековые картографы писали на неисследованных участках океана, и здесь водятся драконы. Возможно, что это была метафора незнания, а возможно, реальные свидетельства моряков. Прошли столетия, и многие монстры стали подтверждаться. Просто они ждали нас на глубине, когда появятся достаточно совершенные инструменты, чтобы заглянуть в их тьму и все увидеть своими глазами. Они настоящие, и они всегда жили рядом с нами. Надеюсь, вам понравился этот пугающий выпуск. Сколько еще страшного таит в себе мировой океан? Наверняка мы скоро узнаем об этом. А чтобы не пропустить такие видео, подписывайтесь, ставьте лайки. Увидимся в новом ролике.